Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно», и мы вновь в Нижнем Новгороде. Я договорилась с самым модным экскурсоводом Нижнего. Мы погуляем по Кремлю. Он расскажет много интересного. Зовут его Дима 4. Добрый день. Да, меня зовут Дима 4. Сложно рассказать, почему так. Так просто сложилось. Такая часть моего имени прикрепилась ко мне. Я занимаюсь, собственно, рассказами про Нижний Новгород. Работаю в Институте развития городской среды Нижегородской области. Фотографирую Нижний Новгород. Ну и, в общем, занимаюсь еще разными другими вещами, проектами, которые связаны с городом. Поэтому я иногда про себя шучу, что я профессиональный нижегородец. Мы находимся в Нижегородском Кремле, в самом центре Нижнего Новгорода, не географическом, историческом. Ну, в общем, самое такое действительно сердце Нижнего Новгорода, место, откуда Нижний Новгород начался и разрастался 8 столетий. Вот в этом году Нижнему Новгороду 802 года исполнилось. Мы посмотрим Кремль с разных сторон, в разных местах, потому что Кремль большой, насыщенный разными зонами, объектами, функциями, смыслами, историей, архитектурой и так далее. Поговорим сегодня про это, посмотрим, какой Кремль разный и то, как он используется сейчас, потому что, наверное, это самое важное, как сейчас эта территория выглядит, что в ней люди делают, какое назначение имеет для города и граждан. Такая брусчаточка-то, да? Да, это псевдоисторическая такая брусчатка во дворе Арсенала. А еще тут есть рельсы, на них есть такая вот телега. Они на ней иногда делают инсталляции, иногда делают какие-то арт-объекты. Снаряды уже не подвозят, но это скорее такая отсылка, к истории этого здания. Здание, которое было действительно военным арсеналом. Создано, точнее, оно было в 30-е годы 19 века. Пока его не переделали в Центр современного искусства «Арсенал», каким он сейчас является. Это такая очень важная культурная точка в Нижнем Новгороде. Место современной культуры в разных ее проявлениях. Не обязательно там представлять просто выставки современного искусства. Современная культура бывает очень разная. Это и концерты, и лекции, и какие-то встречи с известными людьми, и мероприятия в сфере культуры. И понятно, что и выставочная деятельность тоже. И мне кажется, это одно из важнейших таких мест в современном Нижнем Новгороде. В плане какой-то современной культурной жизни города. Кроме того, тут еще есть другое здание художественного музея. Вот он белый такой перед нами. Вообще, это бывший дом губернатора. Художественный музей в Нижнем Новгороде большой. У него есть много отделений. Конкретно здесь, в Кремле, находится коллекция русского искусства. На самом деле, там очень большой список имен, которые представлены. От икон до авангарда. Да? Мне вспоминается, например, Кустодиев. Не помню точно, конечно, как называется картина, но где женщина пьет чай. Эта картина висит там. Поскольку музей очень большой, он распространился на несколько зданий. Тут русская коллекция. Есть отдельная коллекция европейского искусства, западноевропейского. Она находится на Верхневолжской набережной. Там тоже бывший купеческий особняк. Еще на центральной площади имени Пожарского есть коллекция искусства начала 20 века. В общем, всякие авангард, 20-е, 30-е годы. Музей на Верхневолжской набережной, где коллекция европейского искусства. Там есть одна картина, которая на самом деле должна находиться здесь, потому что там картина художника Маковского, воззвание Минина. События, которые происходили в 17 веке в Нижнем Новгороде, они в 19 веке были художником Маковским изображены на огромной картине, если я не ошибаюсь, на 6 метров в высоту. И для нее просто там выделен отдельный зал, который можно посещать. По своей сути она должна находиться здесь, но из-за размеров она находится в коллекции европейского искусства. Да, это сады, такие новые площадки, которые появились в Кремле к 800-летию Нижнего Новгорода. Кремль был закрыт на год на реконструкцию. Появилось несколько восстановленных зданий, несколько новых общественных пространств. Просто обновилась среда, чтобы всем было комфортно гулять, отдыхать, проводить время, проводить мероприятия и так далее. И это один из таких садов, который как раз появился. Отсюда открываются прекрасные виды на город, на реки, на собор Александра Невского, стадион на Стрелке, как раз Пакгаузы, где еще один выставочный зал находится, отсюда видно. В общем, место прекрасное. Я сам очень часто бываю здесь, когда нужно где-то посидеть, отдохнуть, посидеть вроде бы в городе, в центре, но немножко в тишине, потому что людей, не очень много, просто в силу какой-то немножко удаленности. Здесь, наверное, еще такая площадка топовая для закатов. Да, закаты отсюда можно посмотреть, но плюс этой площадки в том, что про нее просто не все знают, и она не на самом очевидном пути для туристов находится, поэтому тут не все оказываются. Да, друзья, еще в этом месте очень клевая площадка для селфи.
с видами. С видами к тебе и Кремль, и соборы, и стадионы. Зазеркальные будочки — это технические подстанции, и их замаскировали, чтобы они не обращали на себя внимания своим утилитарным видом. Вот они так растворяются в среде за счет своих зеркальных панелей. В самом центре Кремля находится такое большое серое здание, которое называется Дом Советов. Сейчас внутри находится администрация Нижнего Новгорода. Дом Советов был построен в 30-е годы 20 века, то есть уже в советский, понятно, период, и стал такой главной административной точкой в самом центре сначала Нижнего Новгорода, потом города Горького. При этом советская власть вообще планировала снести половину Кремля, потому что считала ее каким-то там пережитком прошлого, чем-то ненужным, символом там царской власти отчасти, и планировалось, что тут вот Дом Советов будет выходить на гигантскую площадь. Вот тут и так большая площадь имени Пожарского перед Кремлем, она должна быть, она еще больше. В центре должен был стоять памятник Якову Свердлову. На месте, примерно, Дмитриевской башни должен быть этот памятник. Но этот проект не реализовали, при этом некоторые здания в Кремле снесли, построили новые. Вот Дом Советов как раз он построен на месте Спасо-Преображенского собора. Он был заложен, основан еще при основании города, то есть в 13 веке. Понятно, что здания у него менялись, перестраивались, но тем не менее 7 столетий этот собор здесь простоял, но в 1920-е годы его снесли, чтобы построить Дом Советов. И вот к 800-летию Нижнего Новгорода было восстановлено одно из зданий этого собора, это колокольня. Она стояла примерно на этом же месте, примерно так же и выглядела. И вот как такой символ, не знаю, возрождения, восстановления, какого-то возврата к прошлому, восполнению утрат, вот этот собор, точнее, колокольню этого собора восстановили. Мы с вами сейчас находимся в самом центре Кремля, перед Дмитриевской башней. Она является такой символической, входной, можно сказать, официальной башней Нижегородского Кремля. Она очень часто там и изображается как символ города. Очень, да, нарядная. И вот как раз, что касается ее облика, то тот вид башни, что мы с вами сейчас наблюдаем, он не совсем оригинальный, потому что эта башня была реконструирована в конце 19 века, к 1896 году, и она выглядела проще, меньше. Вот ее донарядили, достроили до этого облика, а тогда в ней находился музей в 19 веке. Сейчас, кстати говоря, тоже в ней есть музейная функция, и это башня, через которую все попадают и в сам Кремль, и на Кремлевскую стену, если захочется погулять. А на вершине башни находится олень, это герб Нижнего Новгорода, Нижегородской области, а раньше и Нижегородской губернии, и дореволюционного Нижнего Новгорода. Ну вот, насколько я понимаю, с точки зрения фауны оленей здесь немного, и, может быть, их вообще сейчас не водится в Нижегородской области. Это скорее такой геральдический символ благородства. В разных источниках, в разных веках упоминается то лось, то олень на гербе. Вот лось, насколько я знаю, водится в Нижегородской области, а оленей вроде как нет. Есть же во многих гербах, даже на Руси, там львы, там или еще. Да, конечно. Львы у нас. Всякие там зубры, бабры, как это в Иркутске, например, ну и так далее, действительно. Львы, наверное, кто-то бывал в далеких краях. В любом случае, они их видели и перерисовывали. Не то, что вот ты приезжаешь в Владимир, а там львы, да, кругом. Это правда. Ну и в резьбе такой встречается, и в каменной резьбе, и в деревянной. Ну, это больше вот какой-то символ, отсылка к сказкам каким-то. Путешествовали и обменивались. Впечатлялись, обменивались знаниями, изображениями. Да. Ну, тут примерно, наверное, такая же история. То есть понятно, что оленей в Нижнем Новгороде не встретишь. Хотя иногда в оленей не видно, но в Нижегородский Кремль иногда заглядывают лисы вдруг. Почему-то. Вот прям буквально несколько дней назад появилась фотография, как лиса откуда-то прибежала. Ну, тут много лесов рядом, и вот прибежала какая-то лиса к Кремлю. И это не первый случай, несколько лет назад тоже такое было. Ну, коты, наверное, тоже есть. Коты, есть прям коты кремлевские, да, водятся. Видите, какой Базилий. Это обелиск Минину и Пожарскому, главным и первым нижегородским героям. Тут много памятников, много названий. В честь них есть памятник отдельно Минину, еще отдельно бюст Минина, есть памятник Минину и Пожарскому. Отдельно памятника Пожарскому нет. Пожарские котлеты отсюда пошли? Боюсь ошибиться, но думаю, что нет. Пожарского советская власть просто не очень воспринимала. Тут вообще отдельная такая история. В общем, Минина и Пожарского вспомнили крупно последний раз в середине, точнее, 20 века, в годы войны Великой Отечественной. Потому что нужен был образ народных героев, которые пойдут на борьбу с наземным захватчиком. И вот все вспомнили, что в 17 веке такие уже были, и их из коробочки достали. Центральная площадь Нижнего Новгорода из советской переименовывается в площадь
площадь Минина Пожарского. Там устанавливается наспех памятник Минину. А Пожарский, он как бы второстепенный как будто бы герой в этой истории, потому что он князь, он богатый человек, он не из народа, поэтому его особо как будто вперед не надо выпячивать. Есть, конечно, отдельно улица Пожарского, она тоже около Кремля находится, но все равно это такой как бы второстепенный герой в этом большом союзе. Про них снова вспомнили в уже 21 веке, когда появился праздник День народного единства, который как бы посвящен тоже их подвигу. Образ Минина Пожарского, он все время возникал вот по таким как бы патриотическим делам. И в царской России дореволюционной, и в советские годы, и вот в современной истории тоже. Как раз это обелиск 19 века, который везли в Нижний Новгород и не смогли довести. У него, видите, обломан такой. Это верхушка. Что значит эти звуки? Я думаю, это звуки приветствия. Это судно приветствует Нижний Новгород, а Нижний Новгород, вот мы машем рукой, ему приветствует его. С одной из отличий Нижегородского Кремля от других Кремлей, что тут есть спуск вниз, ну, соответственно, и подъем обратно. Это очень большое отличие. При этом казалось бы, что Кремль вот спускается вниз, но на самом деле после этого спуска там еще продолжается холм-склон, все равно он стоит на высоте. Ну, в общем, это было просто важно для удобства, для того, чтобы находиться ближе к реке, прибывать в город, отвозить грузы, собственно, воду набирать. Склоны тут очень крутые, это десятки метров в высоту, и так много, видимо, для обороны по задумке инженеров не требовалось, а для жизни все-таки нужно как-то быть ближе к воде. А когда первое упоминание о Нижнем Новгороде было? Вот именно 800... А есть прям точная дата основания, 1221 год. Тут надо понимать, что Кремль, когда он, точнее, Нижний Новгород, когда он основывался в 13 веке, вся вот эта вот территория, это была самая восточная граница русских княжеств. Восточная и в некоторых местах как бы южная. То есть все, что вот было... Здесь начиналась Россия, да? Но она здесь заканчивалась, наоборот, если вот в эту сторону смотреть, на восток, да, смотри, откуда смотреть, в общем. Здесь на Ивановском съезде в Кремле есть церковь Симеона Столпника, тоже историческая, только в 20 веке ее снесли в советский период, а сейчас к 800-летию восстановили заново. Новодел, да, там сохранилось немного камня, который служил фундаментом, вот под как бы уровнем этой церкви его можно увидеть, а все, что как бы снаружи, все само строение, это новое, да. Это церковь Иоанна Предтечи, это церковь, в паперти которой Минин, собственно, провозглашал свое воззвание. Вот она на картине Маковского изображена, только там она деревянная была еще в 17 веке, а потом ее в камень перестроили. Тут идет процесс восстановления нижегородского фуникулера. Еще в конце 19 века, в 1896 году, вот в этом месте, вот я вот пальцем в кадре покажу, если можно, вот здесь под Кремлем был создан тоннель, по которому ходил фуникулер, 2 кабинки. Туда вниз, где памятник Минину Пожарскому. Суть в том, что по улице Рождественской ходил трамвай, он доезжал до вот этого места, до этой площади, там, до церкви Иоанна Предтечи. А дальше пассажиров высаживали, и если им хочется подняться в Кремль, то они могли сесть на фуникулер и подняться сюда. А здесь, в этом месте, была еще одна трамвайная ветка. Можно было снова сесть на трамвай, прямо из Кремля, проехать на центральную улицу Большую Покровскую. Можно было проехать вот так по центру города, доехать до современной площади Горького. Там трамвай разворачивался и шел либо обратно на Большую Покровскую, либо вот туда, в сторону набережной Федоровского современной. И там был еще один фуникулер. Там можно было спуститься вниз на улицу Рождественскую. И можно было на трамвае кататься так по кругу. Ну, если тебе нечем заняться, в общем. Была такая трамвайная система, которая состояла из 2 трамвайных веток и 2 фуникулеров. Это было нужно, потому что у трамваев не хватало мощности подниматься в наши крутые склоны. Ну, просто их двигатели не справлялись с этой задачей. Это, в общем, выставочный зал, где проходят сейчас разные мероприятия. Ну, выставки в основном, для которых нужно какое-то большое свободное помещение, которое нужно застраивать под конкретную выставку. Вот, использовать это пространство. Это как бы продолжение Дома правительства, только в другом месте. Это прям новый корпус, который еще даже его не до конца возвели. Как бы это как классическая, понятно, архитектура, наверное, отсылающая к 20-м годам 19 века. Но понятно, что это прям полностью новое здание. Наверное, если бы это было здание, собственно, 20-х годов 19 века, мы бы не видели из окон лестницу, вот так, как мы отсюда видим ее. Бетонную. Ну, понятно, что это облик, понятно, современное здание, просто в таком историческом облике. Сейчас холодно, правда, поэтому детей немного, но это игровая площадка, которая находится в Кремле. Она тоже появилась к 800-летию. И это один из таких как бы символов того, что Кремль становится более общественным пространством, местом, куда ты приходишь не только, чтобы там сходить в музей, посмотреть на виды и все как бы строго аккуратно. Нет, это место, куда можно прийти с ребенком, где ребенок может играть, веселиться. Для этого создана большая современная площадка. В качестве такой шутки здесь, как мне кажется, шутки, здесь сделан в Кремле как бы Кремль. То есть есть такой детинец деревянный. Получается, что в Нижегородском
Нижегородском Кремле сделали как бы Кремль, чтобы дети могли находиться в Кремле, пока находятся в Кремле. В общем, такая, как мне кажется, немножко ироничная площадка. Может быть, без иронии ее сделали, а я так не отношусь. Да, как бы, маленький просто вот какой-то деревянный Кремль, напоминающий о том Кремле, который был изначально. Так, это мы вышли из Кремля, и здесь стоит сказать, что Нижегородский Кремль можно смотреть разными способами. Можно просто гулять по территории, как мы сейчас делали. Можно гулять по самой стене кремлевской. Это тоже особый взгляд на эту территорию и на город, который открывается за Кремлевской стеной. А еще вокруг есть бульвар, он так называется, Кремлевский бульвар. Можно гулять вдоль стены, тоже по кругу. Практически полностью этот бульвар огибает эту стену. Ну а еще можно смотреть на Кремль со стороны. Мы сейчас перейдем через овраг и будем смотреть на саму стену так вот более широко. Тоже одна из особенностей, вот этот крутой рельеф, спуски, подъемы, овраги. Некоторые уже засыпаны, некоторые до сих пор функционируют. Мосты через овраги. Мосты — это такое отчасти как бы новшество, потому что они в основном стали появляться уже в советский период, в 60-е годы, когда нужно было соединять между собой улицы и районы. Это Никольская церковь, которую восстановили недавно, но это восстановление исторической церкви, которая стояла здесь, но только немножко правее, вот примерно на месте Шератона. Эту церковь снесли в советские годы, когда построили на ее месте гостиницу «Москва». Потом Москву снесли, и потом построили Шератон, а до этого уже восстановили эту церковь. Вот тут просто очень хороший вид на Кремль, склоны, опять же. Тут вот что важно сказать еще про Нижегородский Кремль. Тот его облик, что мы сейчас наблюдаем, это большая реставрация Кремля, которая проводилась в советские годы с 49 по 69 год. Нижегородский архитектор-реставратор Агафонов занимался восстановлением Кремля. В начале 20 века Кремль вообще планировалось сломать, взорвать за ненадобностью. А потом, в послевоенные годы, появилась идея о сохранении, наоборот, Кремля как такой важной точки. Гастрономический такой факт про Нижний Новгород. Даже это не факт, а просто такое наблюдение. Здесь есть два заведения. «Салют», кофейня, и напротив Министерство завтраков. Там, как мне кажется, самая лучшая выпечка в городе, самые лучшие булки, сладкие, не очень сладкие. Попробуем. Давайте заглянем, да. Это купеческое здание, где был в 19-м, начале 20 века ресторан. И сейчас тоже тут место, где нижегородцы завтракают и едят булки. Вот еще стали делать тут чай от проекта «Нитка». Я все никак не дойду до их чайной в Москве. Они открыли... То есть они так рассказывают, что вот везде есть кофе, а чая мало где можно попить нормально. И вот они на нем специализируются, даже книгу специально выпустили, которая рассказывает про, культуру чаепития. И вот появляются в разных городах места, где можно их чай попить. Вот здесь вот в кофейне можно его выпить. Хороший чай. То есть нет, они не делают свое заведение, они просто делают коллаборацию. Вот в Москве у них есть своя чайная, такая называется, «Нитка», а в других городах, да, они просто, условно говоря, поставляют свой чай, и его можно... Попробовать, чаечку попить. Да. Очень такой, современный проект, но который рассказывает просто о, понятно, большой традиции пить чай. Ты только сейчас просто заметил, что здесь он тоже есть, потому что в кофейне я увидел. Вот, да. Только, наверное, это как-то по-русски должно быть... После какого-нибудь большого обеда, да, вот сесть на веранде, чая попить, как на картинку студии его, чтобы вот так сидишь. Хотя, кстати говоря, кофе тоже много пили раньше. Я вот читал книгу про старообрядцев, которую написал нижегородский писатель Мельников-Печорский. И он написал, что даже старообрядцы пили кофе, в принципе, что это было достаточно распространено. Я уж не знаю, каким способом они его заваривали раньше, но это не... Заваривали тоже, наверное, мололи как-то. Что-нибудь типа френч-пресса вот у них, я думаю, было такое, А может быть, в турочках варили, как... Вот, к сожалению, само способ заваривания там не описывается, но то, что для них это было нормой, не было чем-то удивительным в 19 веке, в 70-е годы 19 века, например. Это вот у него описано. Это вообще очень интересный автор, который описывал. У него есть две книги больших, двухтомных. Одна называется «В лесах», это про север Нижегородской области. Есть книга «На горах», это про юг области. Он описывает там быт купцов, быт крестьян, то есть деревни, и какие-то там сюжеты, там, понятно, там, как роман это написано, и просто какие-то бытовые подробности. Очень интересно, может быть, чересчур тщательно, но это такая вот бытовая культура, которая там передана, зафиксирована, и ты можешь понять, как люди жили, чем они занимались, какие у них между собой были отношения, как они общались, как они друг к другу приходили, с кем, и так далее, и так далее. Вот как-то факт про кофе меня немножко так удивил там. То есть не то, что
это как-то ты не сопоставлял, что кофе раньше пили, а просто мало встречается об этом упоминании. Все кажется, что купец это там кофе или там настойка какая-нибудь, да, вот такие напитки. Да. Ну или там какие-нибудь там анисовая настойка, там настоек было очень много. Но, пожалуйста, кофейку тоже можно было выпить даже в деревне. Еды там, кстати, тоже очень много всяких застолий описывается. И ежедневных, ну, у купцов понятно, что ежедневные застолья были такие же, как у там крестьян праздничные. Там не шиковали особо. Крестьяне нет, а купцы шиковали. То есть наоборот, да. Ну там очень богатые купцы описываются, и у них вот каждый раз их, во-первых, много, там все время семья большая, и вот для них там выносят сколько-то смен блюд каждый раз, много видов и так далее. В общем, как-то там по современным меркам, то есть когда ты ешь там просто там первый, второй, третий, условно говоря, да, как бы компот, да, ты как бы поел, а там вот всего сразу много каждый раз. Понятно, что это как бы художественная книга, там, наверное, что-то дописано, приписано больше, чем ежедневно, но все равно как-то еды там очень много, очень разные, и ну, читаешь, конечно, завидуя, как просто разнообразию блюд. Понятно, что при этом это локальная какая-то кухня, потому что ну, не довезешь там рыбу и мясо как-то совсем далеко. Но здесь же рыбы-то своей полно. Да, вот как раз там было много своей рыбы в мелких и в больших реках, которые ловили. Ее, конечно, тоже переправляли, какие-то были свои способы. Да. Но все равно понятно, что это не что-то привезенное там за 3-9 земель. Стоит того? Рекомендации. Очень стоит. Потрясный круассан и крем. Да, мне нравится даже вот само тесто, которое они делают. Очень легкое, приятное. Это бывает, что начинка... Сливочное. Прям сливочное молоко. Бывает, что начинки хорошие, а тесто там сухое какое-нибудь. Ну да. Не всегда свежее. Короче, чтобы не похудеть сюда. Дом коммуны – это такой советский эксперимент. Попытка строить новое жилье в 20-30-е годы. Перестройка быта, перестройка жизни людей. Ну, по сути, из этого, конечно, родились коммуналки. Это место, в котором люди проводят минимум времени. То есть, с одной стороны, это просто квартира, но это не такие квартиры, как у нас сейчас. Это квартиры, в которых нету привычных нам функций. Они все вынесены из дома. Единое пространство там для душевых и постирочных. Она в цоколе находится. То есть, небольшие квартиры на этажах, общая столовая, отдельно находятся ясли в отдельном корпусе. В общем, предполагалось, что люди будут просто в одно время, например, вставать, идти в душевые, идти в столовые, отводить детей в ясли, идти на работы, на работе в столовой обедать, потом после работы, если нужен там дом культуры идешь, да, у тебя какая-то культурная часть, которую тебе тоже государство придумало, а потом возвращаешься домой, ночуешь и опять идешь там на работу. То есть как можно меньше времени, условно говоря, проводишь внутри этой квартиры. Дом коммуны состоит из нескольких корпусов, которые все стекаются к главному, к центральному корпусу. Это как раз один из второстепенных корпусов, а вот тот, куда идут переходы, это главный корпус. Да, мы сейчас посмотрим как раз несколько корпусов. Это просто квартира, такой же многоквартирный дом. Он внутри реконструирован в плане расположения там квартир, планировок, но облик его сохранился. Вот сейчас даже как раз идет реставрация этого здания. Вот корпуса, которые стекаются к центральному корпусу. Есть переходы. Да, он принципиально как-то не отличается, ну, только кроме, он не такой большой, как бы не такой вытянутый. Вот снизу двухэтажная, это столовая, например. Ну, этот переход на втором этаже не используют, а все, что на пятом этаже, они используются. Суть в чем? В этих корпусах нет лифтов. Тут 6 этажей, но приходится подниматься пешком. А в этом корпусе есть лифт. И поэтому многие, кто в этом доме живет, они доходят до центрального корпуса, поднимаются на лифте наверх и переходят по переходам, собственно, по свои корпуса. Это один из корпусов, как раз где находились ясли. Все остальные корпуса связаны переходами, а это стоит немножко отдельно. Наверное, тут еще какие-то, условно говоря, офисные части были, потому что и сейчас это здание просто как офис используется.